В ближайшем будущем биохимическое оружие вызовет катастрофу, из-за которой воздух станет непригодным для дыхания. В течение интервью президент США уверяет всех, что в приоритете его граждане. Репортеры продолжают упоминать слухи о секретных бункерах, где будут прятать ученых. В конце концов, эта трагедия уничтожила большую часть человечества, и самых важных ученых страны погружают в криогенный сон в подземные бункеры, чтобы дождаться, пока воздух станет нетоксичен. Таких бункеров десятки, их обслуживают два инженера, которые просыпаются на 2 часа каждые 6 месяцев. На этом конкретном объекте инженеры Бауэр и Картрайт, и первым всегда просыпается Бауэр. Он чувствует легкую тошноту, но он быстро выздоравливает, в отличие от Картрайта, который из-за своей болезни всегда просыпается от кошмаров. Они приступают к выполнению работ по техническому обслуживанию, которые включают вход в систему на компьютере, чтобы сообщить другим объектам, что они живы. Картрайт рад видеть, что и в других бункерах дела идут хорошо, даже если связь между объектами невозможна. Они также проверяют воздух на поверхности, но, к сожалению, он все токсичен. В их комнате есть доска с фотографиями из их старой жизни, и Бауэр любит приклеивать ленты со словом «мертвые» на лицах своих друзей, чтобы напомнить себе о реальности. Но Картрайт это ненавидит и каждый раз снимает их. Инженеры продолжают проверять информацию на компьютерах, и Картрайт начинает беспокоиться, когда видит, что была сейсмическая активность из-за потенциального ущерба, который она могла причинить. Пока Бауэр идет в коридор делать ремонт, Картрайт пользуется возможностью взглянуть на фотографию, которую он спрятал за доской только для того, чтобы внезапно обернуться, услышав Эбби. Это галлюцинация Картрайта о женщине, которую он любит, и он не против поболтать с ней, когда он один. Картрайт идет проверить ученых, и выясняется, что Эбби – одна из них. Ее галлюцинация появляется рядом с ее капсулой, и она настаивает, чтобы Картрайт рассказал о ней Бауэру, но Картрайт говорит, что подождет. В этот момент к нему присоединяется Бауэр и начинает жаловаться на спящих ученых, думая, что присматривать за людьми, которые кое-что знают, это пустая трата ресурсов и жизни. Однако Картрайт искренне считает, что ученые – это будущее человечества, и он подсчитал, что они будут спать еще 20 смен. Как только они закончат свои обязанности, оставшиеся минуты дуэт тратит на просмотр старых телевизионных записей, игру в шахматы. Эбби снова навещает Картрайта и говорит, что с нетерпением хочет снова быть вместе, когда он заснет. Однако Картрайт нервничает, потому что, входя в капсулу, для него всегда ад. Сколько бы раз он уже это ни делал, его клаустрофобия всегда срабатывает. Когда Эбби пытается его утешить, Картрайт внезапно видит пламя на ее теле, и он понимает, что его капсула горит. Он бросается звать Бауэра, который выходит из ванной с огнетушителем. Пожар успешно потушили, но, к сожалению, спальная капсула теперь уничтожена, и Бауэр при этом повредил руку. Что еще хуже, в этот момент 2 часа заканчиваются, свет гаснет и подача воздуха прекращается. Используя факелы и немного воздуха, оставшись в комнате, инженеры читают руководство и узнают, что существует аварийное отключение, поэтому они поднимаются по лестнице, чтобы найти нужную комнату. Клапан аварийной подачи воздуха быстро включается, и затем дуэт возвращается в офис, чтобы дождаться, пока до них дойдет резервный воздух. Пока они ждут, они делятся некоторыми подробностями их жизни, и Бауэр признает, что раньше у него была жена и 3 дочери, и ему пришлось лгать, чтобы получить эту работу из-за особых требований. Бауэру пришлось наблюдать, как правительство заперло его в бункере, а его семью оставили умирать, и Картрайт говорит, что понимает, даже если у него нет семьи. В этот момент электричество наконец возвращается, и подача воздуха восстанавливается, в результате чего у них еще 2 часа. Инженеры идут искать на складе запасной модуль, но не находят его, даже если руководство говорит, что есть запчасти. Картрайт понимает, что это может быть не единственная кладовая, и проверяет чертеж бункера, в котором есть куча кодов, которые он не понимает. Еще есть комната под названием «Долгосрочное хранилище», которое они обычно не закрывают, потому что оно опечатано, но Картрайт делает ставку, что там есть запасные части. Дуэт снимает печать и идет по коридору, которого они никогда раньше не видели, и находит дверь в конце. За ним есть раздевалка, где Картрайт находит сломанную камеру видеонаблюдения, что не имеет смысла, потому что их система не подключена к этой комнате. Бауэр объясняет, что это пережиток тех времен, когда это место было военным объектом. Глубже внутри Картрайт снова видит Эбби, и она ведет его к ящику, где он наконец находит запасную капсулу. Инженеры быстро ремонтируют капсулу Картрайта, но он все еще боится заходить внутрь. Бауэр соглашается первым проверить, и как только он ложится, он замечает, что там должно быть утечка, и воздуха становится
становится тоньше там. Картрайт идет проверить насос, и вдруг камера засасывает Бауэра и душит его. Когда Бауэр уже вот-вот умрет, наконец появляется Картрайт и разрезает капсулу, чтобы освободить его. Думая, что Картрайт пытался его убить, Бауэр яростно отталкивает его, но Картрайт объясняет, что он задержался, потому что не мог найти нож. Картрайт также напоминает ему, что он должен был лечь в капсулу, что убеждает Бауэра, что это был несчастный случай. Поскольку капсула Картрайта сейчас уничтожена, Бауэр решает, что они должны убить одного из спящих, чтобы вместо этого использовать их капсулу. Картрайт напоминает ему об их обязанности заботиться о спящих, но Бауэр меняет свое мнение, указывая, что никто не может сделать их работу, если они умрут. Пока Картрайт готовит инъекцию морфия для эвтаназии, появляется Эбби и просит его не делать этого. Картрайт говорит, что не может совершить убийство, и Бауэр тут же начинает спорить по этому поводу, говоря, что это вопрос выживания. Затем Бауэр начинает его бить, но Картрайт отталкивает его и угрожает ему уколом и просит друга дать его идее шанс. Бауэр соглашается. Дуэт возвращается в офис, и благодаря подсказке Эбби Картрайт понимает, что странные коды на чертеже такие же, как и на компьютере. То есть каждый код представляет собой еще один бункерный комплекс, который может иметь больше запасных частей. Затем Картрайт надевает защитный костюм и берет радио. Это позволит ему поддерживать связь с Бауэром, который будет направлять его, следуя за ним по камерам в целях безопасности. Когда он входит в первый коридор, он шокирован, обнаружив на земле скелет, чья одежда и оружие говорили, что это был солдат. Осталось всего полчаса, и Бауэр начинает делать старые мониторы в офисе, пока Картрайт идет дальше по темным туннелям, где он находит много голубой пыли от переносимых по воздуху загрязнителей. Пройдя немного, Картрайт наконец появляется на старых камерах наблюдения, и Бауэр начинает маркировать фиксированные камеры. В конце концов, Картрайт находит дверь с табличкой, подтверждающей, что это бункер. После борьбы с заклинившим замком Картрайт заходит внутрь и в шоке, обнаружив, что здесь ничего не работает. Поскольку он не может открыть следующую дверь, Картрайт начинает чувствовать себя плохо, и Эбби, кажется, просит его не сдаваться. В этот момент Бауэр предлагает решение: Картрайт может проникнуть в помещение, проползая по воздуховоду. Сразу начинается клаустрофобия, но Картрайт не обращает на это внимания ради своего выживания. Когда он движется по воздуховоду, ему противно видеть, что здесь тоже много тел, и ему приходится ползти по ним. Когда Картрайт уходит глубже, Бауэр теряет с ним контакт, поэтому он решает использовать некоторые инструменты для усиления сигнала. Однако, когда он хватает свой ящик с инструментами, он обнаруживает, что его нож все время был там, и Картрайт, возможно, солгал. Просто чтобы быть уверенным, он проверяет записи с камер видеонаблюдения и с ужасом обнаруживает, что Картрайт только стоял рядом с капсулой и ничего не делал, пока он задыхался. Тем временем Картрайт наконец добирается до объекта, и его радио снова начинает работать. Оглядываясь вокруг, он обнаруживает, что объект полностью уничтожен и нет выживших. В потолке также есть дыра, которую Картрайт использует, чтобы выглянуть наружу и обнаружить, что планета уже давно разрушена ядерным оружием. Затем он проверяет капсулы, но они тоже уничтожены. Картрайт расстроен, когда он наконец понимает, что компьютер, показывающий, что все помещения в порядке, было ложью, чтобы сохранить рассудок инженеров и заставить их поверить, что они не одиноки. Бауэр говорит, что они больше никому не могут доверять, и снова кладет мертвую ленту на доску. В то время как Картрайт продолжает исследовать, он приходит к выводу, что его объект единственный функционирующий, то есть они одни. Появляется Эбби, чтобы сказать ему, что он не один, но в этот момент Картрайт понимает, что у него заканчивается воздух, и он начинает бежать обратно на свой объект. Как только он достигнет последнего коридора, Картрайт проходит процесс обеззараживания, а на другой стороне появляется Бауэр, держа нож, указывая на ложь своего друга. Картрайт клянется, что может объяснить, но внезапно Бауэр говорит, что взял пистолет у мертвого солдата, и говорит, что Картрайт представляет опасность ему и ученым, а это значит, что он должен умереть. В отчаянии и страхе Картрайт возвращается назад, но воздух заканчивается, и ему трудно бежать. Появляется Эбби и говорит ему вернуться в воздуховод, потому что есть альтернативный путь, по которому он может пойти. Картрайт проползает сквозь него, а Бауэр ругает его по радио, рассказывая о его предательстве и что он скоро умрет, если не вернется. Картрайт просто игнорирует его и продолжает двигаться, пока не находит путь, который приведет его обратно на свой объект, где он быстро снимает свой костюм, чтобы снова дышать нормально. Затем он пытается вернуться в офис, но его внезапно находит Бауэр и открывает огонь. К счастью, выстрел не попал в, и Картрайт убегает. Бауэр продолжает следовать за ним, игнорируя мольбы и напоминания Картрайта, что они последние выжившие, потому что он боится, что Картрайт убьет его, когда он будет спать. Используя рацию, Бауэр шумит, чтобы найти Картрайта через собственный коммуникатор, но когда он следует за эхом, он обнаруживает, что Картрайт оставил свой фонарик и радио, чтобы обмануть его. Тем временем Картрайт запирает за собой дверь и идет в лазарет за морфием. Он не уверен,
уверен, стоит ли ему убивать друга, но Эбби убеждает его сделать это, иначе это сделает Бауэр. После подготовки инъекции Картрайт выходит и обнаруживает, что Бауэру удалось открыть дверь и проникнуть внутрь. Он пытается осторожно прокрасться, но выстрел в плечо застает его врасплох. Бауэр подходит ближе, поскольку он страдает из-за того, что ему пришлось убить человека, которого он считал своей семьей, и Картрайт пытается объяснить, что он сделал это, чтобы защитить свою возлюбленную, и передает Бауэру свою секретную фотографию. Затем он начинает говорить с Эбби, что злит Бауэра, потому что это звучит как безумие. Картрайт использует это, чтобы прыгнуть на Бауэра и заставить его бросить пистолет, но ему не удается его ударить, и он убегает. Бауэр достает свой пистолет и находит на полу фотографию, и что-то на ней кажется знакомым. Он бросается увидеть ученых и подтверждает, что Картрайт лгал больше, чем он думал. Оказывается, Эбби – жена Картрайта, и это единственная причина, почему он так заботится о них. В ярости Бауэр угрожает убить Эбби, чтобы заставить своего друга выйти наружу, но Картрайт нападает на него сзади, вводя ему в плечо морфий. Бауэр пытается в ответ выстрелить в Картрайта, но действует морфин, и он падает наполовину. Картрайт намеревается помочь ему, но Бауэр напоминает ему, что времени осталось мало, поэтому Картрайт должен пойти спать, чтобы продолжать заботиться о своей девушке. Картрайт возвращается в офис и использует капсулу Бауэра, чтобы лечь спать прямо перед тем, как часы достигнут нуля. Прежде чем потерять сознание, Картрайт видит иллюзию Бауэра, играющего в шахматы. Много лет спустя ученые наконец просыпаются и начинают оглядываться, чтобы увидеть текущее состояние мира. Эбби ищет Картрайта и обнаруживает, что он теперь старик, но все равно обнимает его.